Всем привет, с вами вновь Антон Логвинов, и я только что рейдж-квитнул с прохождения гонки в ремейке Мафии. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Мистер Морелло недоволен. В моем мире все наоборот. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня... Да, именно так мне наконец-то удалось поиграть в долгожданный ремейк Мафии. Это была ограниченная версия, как раз там несколькими уровнями, но вот такие первые выводы, первые впечатления от нее словить можно было. Сразу скажу, что игра еще в разработке. Билд, который присылали, был такой прям очень сырой, у него проблемы с фреймрейтом, и в общем на моем ноутбуке с 2080 он с трудом выдавал, в общем-то, нужный FPS при максимальных настройках. Естественно, были недоработки, глюки, но на то оно и превью. Превью для того, чтобы составить первое впечатление. Их довольно много разных. Давайте сейчас обо всем по порядку. Платят хорошо, но связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. На самом деле довольно сложно структурировать свои впечатления и эмоции и понять, для кого ты все-таки рассказываешь. Для тех, кто играл когда-то в эту игру, или для новой аудитории, которая вообще играл только во вторую и в третью часть. Для тех, кто никогда не играл в Мафию, эта игра, конечно, будет большим сюрпризом. Потому что с точки зрения сюжета, с точки зрения эпохи, постановки и всего-всего остального, эта игра уникальна, и она по-прежнему вызывает громадный каскад эмоций. И это ремейк на самом деле сделанный с любовью. Это видно. То есть те, кто его делали, часть команды принимала участие в разработке первой Мафии, часть просто фанаты, часть еще хотела сделать хорошо. Это видно. С точки зрения нарратива, вот я себя поймал на такой важной мысли, что настоящие сюжетные игры, в которых выдающийся сюжет, они, конечно, гораздо более пригодны к ремейкам. В них интересно возвращаться, если ты в них 20 лет назад играл. А новая аудитория, мне кажется, будет кайфовой, потому что сейчас на рынке, у нас в основном там сессионочки, игры-сервисы, и все меньше люди уделяют сюжету, за редким исключением вроде проектов Sony. Поэтому «Мафия» охренительно смотрится вот на сегодняшнем рынке, да, игра 20-летней давности. Потому что с точки зрения нарратива, работы с персонажами, с историей, как она рассказывается, все это очень-очень-очень круто. После той поездки с парнями с Сальери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Если вы играли 20 лет назад в «Мафию», то, я думаю, вы порадуетесь, как они расширили разные сцены, как они сохранили те важные эмоциональные моменты, которые ты испытывал. Там, например, когда тебе мафиози в первый раз простому таксисту выносят пакет, и движение в этот момент, когда он пакет достает, замедляется, и ты думаешь, вот грохнут там персонажи, сейчас будут по нему стрелять, или все-таки ему заплатят. Вот эти все моменты, которые когда-то у тебя таким звенели, да, 20 лет назад, вот они сохранены, и это очень круто. Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Есть абсолютно новые сцены. Те вещи, которые там на бумаге задумывались круто, но их нельзя было технически тогда воплотить, они это сделали. Та же вот самая гонка легендарная, она теперь по-настоящему похожа на гонку. То есть это прямо дорого, богато. И когда ты начинаешь участвовать в заезде, это не просто немая гонка, а поскольку машины открыты, гонщики рядом с друг другом находятся, они еще там друг другу что-то начинают орать, кричать, уродом тебя называть. Вы серьезно? После легендарного первого поворота. Вот дерьмо! Боже! Гонщики не сильно пострадали. То есть видно, что работа с точки зрения там кино, театра и всего остального, постановочная, проделана охренительно. Короче, выходит Сэм из толчка. А я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не хочет отдавать долг. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. 2 сраных шкафа по 2 метра роста. И что ты достал?
Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортира и просто обоссал там все вокруг. Но для тех, кто ждал там идеального ремейка или охренительной со всех сторон игры, конечно же, ну вот нужно свои ожидания несколько поумерить. Я думаю, это уже произошло после первого трейлера геймплейного, когда все показали. Потому что все-таки эта игра, сделанная на базе Mafia 3, это ее движок, это ее физический движок, это движок анимации и много-много вот таких вещей, которые оттуда тянутся. При этом разработчики заявляли, да, что они переносят физику из первой части, но даже если они там переносили параметры и все остальное, они все равно делали это в свою вот эту технологию, которая использовалась в Mafia 3. И это ощущается, потому что с одной стороны, физика не как в Mafia 3, то есть гораздо более серьезное поведение автомобилей, они играют подвеской, они накреняются, они повторяют там ландшафт. Есть ощущение, что они заботились о таком неком правдоподобии гоночной физики, когда ты должен правильно на апекс заходить, атаковать углы. Но, на мой взгляд, осталась такая основная проблема, это то, что машины в Mafia 3 ни хрена не чувствовались. И вот здесь ты вроде видишь, она все делает, там физика интересная, если ты там чуть-чуть газуешь, машина себя так-то ведет, если прибавляешь в повороте в нужное время, она цепляется за асфальт, но ты машину все равно не чувствуешь. В игровой индустрии, на самом деле, утерянное искусство делать вот физику автомобилей, если дело не касается серьезных симуляторов. И делать ее интересной и играбельной, и вот можно назвать только там первую мафию, да, там GTA 4-5, где автомобили ездят более-менее достойно. В играх с открытым миром вот с этим беда. Нельзя сказать, что типа в ремейке Мафии все совсем плохо, но и сказать, что это прям круто, и это как в первой Мафии, вот у меня лично не получается. Возможно, у меня слишком хорошие воспоминания о первой Мафии, они не актуальны. Надо поиграть, посмотреть. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой Полли? Это не хот-род, но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Но, что совершенно точно, они воссоздали идеально, это боль от прохождения оригинальной игры. То есть вы можете выбирать уровень сложности, если вы выберете классический, то вот вся боль, она на месте. То есть та самая злосчастная миссия с гонкой, когда ты сначала должен угнать машину конкурентов, отвезти за короткое время в гараж, чтобы в ней там устроили неполадки, и потом опять же на время на этой разваливающейся тачке, которая перегревается двигатель, еще успеть ее вернуть обратно в гараж. Вот я эту миссию там, проходил раз 20, чтобы за 2 минуты успеть пролететь по городу, минуя все трамваи, полицейские патрули и все остальное. И было вот все как в старе. Когда у тебя время заканчивается за секунду до того, как ты в гараж въезжаешь. Когда ты уже изнеможденный не можешь первый поворот уже пройти, настолько озверев от всего происходящего. В общем, те, кому это все нравилось, вам и здесь понравится. А уж сама гонка, мне кажется, она, возможно, даже стала сложнее. Мне вот сейчас сложно вспомнить ту боль, но здесь боль как минимум соизмерима. Лидеры гонки заходят на последний круг. Еще немного и... В целом не могу сказать, что физика такая, какую я бы хотел в этой игре. Я бы хотел, чтобы автомобиль чувствовался получше. Но что важно, что она создает, вот эта более навороченная физика относительно третьей мафии, то, что визуально все выглядит потрясающе. То есть машины там прыгают на кочках, переворачиваются, в погоне выглядит просто потрясающе на этих старых автомобилях. Какого черта мы делаем? Держись крепче и молись. Никогда такого не делал. Я тоже. А теперь в маленькую талию. И побыстрей. Поездка не закончена. Графически игра вообще производит очень приятное впечатление, потому что, да, насколько я понимаю, RTX эффект прикрутили с отражениями во всех этих хромированных деталях, и картинка, местами прямо такой кино-кино, CGI, освещение обалденное. Но, к сожалению, когда доходит до движения, вот все-таки сказывается то, что это движок Mafia 3. В плане там движка анимаций, опять вот приходится вспоминать Last of Us, но после Last of Us на другие игры очень тяжело смотреть. Здесь, конечно, это как путешествие в прошлое. Хотелось бы, чтобы это уже был Next Gen, да, и совсем все круто было. Но нет, все, что касается анимации, это уровень третьей мафии. Знаете, это любимый водитель Донна. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда? Ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем из
Может, тогда вы здесь и останетесь? Все сюда, живо! Со стрельбой вообще странная ситуация. Говорю, я играл на классическом, другие уровни сложности не пробовал, но в отличие от третьей мафии, где охренительная стрельба, чувство, вот, как ты раздаешь всем жбаны, как ты вообще косишь врагов, здесь какая-то странная история, потому что враги стали гораздо более бронированные. При попадании в голову с первого раза, слава богу, умирают, но в остальном они какие-то более деревянные. Видимо, это сделано, чтобы как раз сложность классическая была у этой игры, но относительно Мафии 3 выглядит странно, как шаг назад, на самом деле, потому что стрельба в Мафии 3 была очень хорошо сделана. Возможно, если играть на более легких уровнях сложности, все будет по-другому. Но я, как олдфак, играл на классическом. Томми, я ранен. Господи, Поля! Скажи Сальери, теперь это место наше. Копишь? Только суньтесь. Закончите еще хуже, чем ваши дружки. Что касается симуляции города и всего остального, просто поездить по городу там особо негде было, потому что это сюжетные миссии. Соответственно, оценить работу города, жизни не получилось, но по моим впечатлениям, все так же, как в третьей мафии, за исключением того, что, полицейские действительно там смотрят за твоими правонарушениями. Кстати, за красный свет гораздо реже что-то прилетает, если вообще прилетает. Если тебя догоняют, можно вступить в квиктайм борьбу и, в общем, давать им люлей. По-прежнему прохожие жалуются, там вызывают ментов, но я вот ни разу не видел, за что мы любили, первую мафию, что прохожий должен был добежать до будки, вызвать ментов, или полицейский, который заметил правонарушение, он тоже бежал физически до будки, и можно было его грохнуть, пока он туда не добежал, и остаться, в общем-то, безнаказанным. Вот таких ситуаций у меня в игре ни разу не случилось. Соответственно, там, какие в игре механики открытого мира, в этом билде их просто нет, оценить это невозможно. Можно оценить только работу над сюжетной частью, и вот то, что я сказал. Еще вчера ты был честным работягой, пахал как вол, а все относились к тебе как к иммигранту, как куча дерьма. А теперь у тебя полные карманы грязных денег Сальери. И ты уже хозяин жизни. Все не совсем так. И, соответственно, имеем что? В худшем случае у нас вот действительно будет такой ремейк, который с кинематографической и постановочной точки зрения охренительно сделан, но при этом вот со всеми костылями Мафии 3. И, на мой взгляд, это неплохая история. То, с каким масштабом, с какой любовью они работали над ремейком первой Мафии, лично у меня вызывает уважение, и у меня побежали мурашки. То есть я когда смотрел интро, когда я вот эти первые миссии выполнял, у меня постоянно бежали мурашки. И от диалогов, и от насыщенности, количества вообще диалогов, когда атмосфера какая создается, какие разнообразные персонажи. Эта игра сегодня смотрится очень круто. И что это, если не настоящая классика? Поля и Сэм за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила, так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык, и если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне торчки совсем не кстати. Пускай Морелло травит своих людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Технически, опять же, хотелось бы работать получше. Особенно, что касается физики, потому что с автомобилями, если еще окей, то когда я сел на мотоцикл, а это они рекламируют как такую фичу, в оригинальной игре не было мотоциклов, но вот мы в соответствии с эпохой добавили, и на них вообще невозможно ездить. Они какие-то сверхмощные, сверхбыстрые, неуправляемые, и, надеюсь, с ними не будет каких-то обязательных миссий. Еще такая странная фича этого билда: в гараже тебе дают машину, собственно, героев второй, третьей мафии фирменную. И ты можешь в городе 30-х годов поездить на маслом-каре. Что выглядит очень странно, и было бы круто, если бы это были какие-то читы, которые ты вводишь, как в старые добрые времена, и получаешь доступ к этим автомобилям. Но, похоже, это будет какой-то прикол за предзаказ или за что-нибудь еще. Когда ты про это не знаешь и просто игру включаешь, выглядит странно. Завтра все припрутся сюда. Весь город. Пронесут бухло, начнутся драки. Ненавижу эти дни. Да ладно, зато выходные здесь лучшее место в городе, чтобы деваху подцепить. Даже не начинай.
Но, повторюсь, в целом впечатление очень приятное все это производит. Особенно потому, что вот киношная составляющая нереально приукрашена на новом уровне, и накал геймплейных моментов он сохранен. Погоня за чуваком, да, там после разборок в загородном отеле, вот ее прям перепроходишь несколько раз, потому что у тебя не получается, и каждый раз оно все развивается по-разному, и каждый раз интересно. Кстати, пригороды City of the Lost Heaven сделаны потрясающе красиво. Одно удовольствие кататься за городом. Если помните, в оригинале там как раз все наоборот было, его наспех там нарисовали. Боже, ненавижу ездить за город. Ты вообще все ненавидишь. Но за городом мне хуже всего. Почему заведение у нас в списке так далеко от города? За городом лучшее место для стрелок, карточных игр и вообще всего того, чем мы занимаемся. Ну и вот, наверное, это в целом все впечатления. Еще очень странная механика с погонями, то есть у тебя какая-то сюжетная погоня, у тебя в городе появляются места, в которые ты можешь заехать и сбросить хвост, проехать по стройке, чтобы кто-то там врезался. И это выглядит в виде кат-сцен. По сути, это прямое заимствование идеи из Most Wanted. Что, согласитесь, в игре про мафию, ну, так странно выглядит. Но это мелочь. Утер ты им нос! Это еще не все, давай, гони! В целом, мне понравилось, жду, я надеюсь, что технически все-таки все будет хорошо на релизе, то есть у нас будет хороший FPS с RTX и без, вот можно будет сесть и прям насладиться со всей мочи. Пока что, да, это не идеальный ремейк, но впечатление эмоциональное от него очень классное, то есть лучше так, чем никак. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Лайки, пишите в комментах, что думаете. Надеюсь, понравился рассказ. Ну и увидимся в самое ближайшее время. Счастливо!